Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как можно улучшить переваримость рациона свиней за счет компонентов корма, которые в обычных условиях не перевариваются. Это так называемые антипитательные вещества, которые только занимают место в рационе и таким образом снижают его питательность. К антипитательным веществам относятся соединения фитиновой кислоты, некрахмалистые полисахариды, ингибиторы протеазы и сложные липиды. Все эти вещества, если ничего с ними не делать, приводят к тому, что корм на 15-20% не усваивается и просто выводится транзитом. Понятно, что все это сказывается на эффективности использования питательных веществ корма. Снижается их переваримость, следовательно ухудшается и конверсия корма. Некрахмалистые полисахариды – это основная антипитательная часть сырья растительного происхождения, трудно переваримая организмом животных. Переваривать эти вещества можно только при помощи ферментов, хотя некоторые из этих полисахаридов растворимы и в воде. И если перед тем, как скармливать корм скоту, то от части из них можно избавиться вымачиванием. Например, если перед введением в рацион вымачивать рожь, то большая часть растворимых некрахмалистых полисахаридов уходит в воду. Все это позволяет ту же рожь скармливать в больших количествах. Что касается ржи, сейчас выведены новые гибридные сорта, которые содержат меньше непереваримых питательных веществ. А раз так, то это позволяет экономить более ценные кормовые продукты, ту же кукурузу или сою. Кстати, если вы готовите для себя различные крупы, то прежде чем их варить, замочите их в воде в 2-3 объемах и оставьте на несколько часов. При этом значительная часть полисахаридов тоже уйдет в воду. И многие наши бабушки так и делали. Прежде чем из круп варить кашу, то сначала их замачивали. Они не знали таких мудреных слов, как некрахмалистые полисахариды или алкилрезорцинолы. Но крупу всегда замачивали. Это передавалось из поколения в поколение, что замоченная крупа как-то лучше. Некоторые зрители могут мне возразить, что так а пусть себе эти вещества так и остаются в корме, часть их не переваривается, и что. Тем более, что никто никогда как-то и не заморачивался на этом, а главное был бы комбикорм. Отвечу. Во-первых, некрахмалистые полисахариды, набухая и обволакивая корм, снижают доступность всех ферментов и тем самым снижают высвобождение и всасывание питательных веществ. А высоковязкая масса, которая при этом образуется, поступая в нижние отделы кишечника, становится благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Кроме того, растворенный бета-глюкан вызывает расстройство пищеварительной системы. Некоторые некрахмалистые полисахариды могут и дальше связываться с питательными компонентами корма и снижать их подвижность. Неусвоенные питательные вещества, а тем более повышенная их концентрация, благоприятно влияют на интенсивное размножение в кишечнике микрофлоры, иногда и даже патогенной. Все это создает проблемы со здоровьем и продуктивностью животных. А во-вторых, время сейчас такое, что сейчас усилия всех животноводов направлены на разработку таких рационов, которые были бы недорогими. И это с одной стороны. А с другой стороны, нельзя допустить и снижение питательной ценности корма. Поэтому в рацион свиней все больше и больше вводятся отруби, всевозможные шроты, борда, а также кукурузные и пшеничные глютены. Все эти компоненты, хотя и богаты питательными веществами, характеризуются низкой кормовой ценностью из-за наличия в них трудногидролизуемых некрахмалистых полисахаридов. Доля антипитательных веществ в них значительно выше, чем в обычных кормах и может достигать даже до 38%. Повысить переваримость и увеличить норму их ввода в комбикорм возможно при применении высокоактивных ферментов. Все это способствует сокращению доли зерновых в комбикорме, снижению себестоимости корма и продукции животноводства до 10%. Некрахмалистые полисахариды под воздействием ферментов превращаются в простые соединения. После их переваривания в желудочно-кишечном тракте свиней происходит высвобождение дополнительной энергии и белка, увеличение усвоения питательных веществ. Все это позволяет снижать стоимость рациона и экономить дорогие компоненты корма, такие как пшеница и кукуруза. Более того, применение ферментов позволяет увеличить в рационе долю свежеубранных зерновых. Ведь свежеубранное зерно характеризуется более низкой питательной ценностью по сравнению с зерном, которое прошло период дозревания. Сейчас применение ферментных препаратов для расщепления некрахмалистых полисахаридов очень удобно. Раньше ферменты выпускались под какой-то конкретный полисахарид, а их в кормах достаточно много разновидностей. Надо было производить лабораторные исследования, чтобы точно определить, а что же конкретно надо применить.
Сейчас производители уже создают такие формы ферментов, которые охватывают максимальный ассортимент ферментативных активностей в одном препарате, содержат высокую концентрацию фермента в единице физической массы. Такие препараты действуют эффективно как в желудке, так и в тонком кишечнике. Они устойчивы к температурному воздействию при гранулировании комбикорма. Еще следует учитывать тот факт, что в настоящее время стоимость компонентов рациона сильно меняется. В соответствии с этим также быстро меняется и состав рецептов комбикормов. Вот и получается, что лучшим ферментным комплексом будет тот, который будет работать независимо от компонентного состава корма. Понятно, что один препарат всегда лучше, чем 2 и тем более 3 и более. Современное производство требует, чтобы с введением одного фермента заканчивались все хлопоты по повышению переваримости сухого вещества рациона. Это значит, что в этом одном препарате должны быть сосредоточены все активности по расщеплению некрахмалистых полисахаридов, фитиновых соединений и всех остальных комплексов. И такие препараты уже на рынке есть, которые применимы для любого рациона, независимо от набора зерновой и растительно-белковой группы. В таких препаратах ферменты действуют по принципу каскада, когда в условиях эффективной работы следующего фермента выступает предыдущий фермент. При применении таких мультиэнзимных препаратов эффект становится хорошо заметным визуально уже через несколько дней после начала их использования. Современные мультиэнзимные препараты в своем составе содержат не только ферменты для расщепления некрахмалистых полисахаридов, но и ферменты для расщепления фитиновых комплексов. Такие препараты работают по принципу «все включено». Введением таких препаратов в рацион решаются все основные проблемы достижения максимальной переваримости сухого вещества рациона и повышения усвоения фосфора корма. Современные мультиэнзимные комплексы обладают пролонгированным действием. То есть они начинают работать еще в ротовой полости и продолжают работать при продвижении пищевого кома в тонкий отдел кишечника. Такая пролонгированность значительно повышает отдачу от их применения. Хорошие многоферментные препараты обладают еще и стойкостью к высоким температурам, что очень важно для комбикормов, которые подлежат гранулированию. Ферментные комплексы, содержащие протеазы и амилазы, помогают отставшим в росте животным быстрее добиться высокой переваримости белков и крахмала, на которые в организме выработка собственных ферментов ограничена. Для более сильных особей такая помощь как бы постольку-поскольку, а вот для отставших в росте применение ферментов особенно важно. Они подтягивают рост отставших животных, и птицы тоже, до нормы и способствуют выравниванию поголовья. Поэтому не пренебрегайте возможностями современных ферментных препаратов. Еще раз напомню, что лучшие препараты – это многокомпонентные препараты, и которые устойчивы к тепловому воздействию. О том, как еще можно снизить стоимость рациона свиней, мы обязательно поговорим в наших следующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!